Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала Ассорти с Валентиной. Я теперь буду почаще говорить, что мы на канале Ассорти с Валентиной. А почему, я попозже объясню. И как обещала, я показываю вам новый декоративный шов. Для меня, по крайней мере, он новый. Может быть, кто-то из вас и знает. Пишите. Шов полистрина. Я узнала, тоже в него влюбилась. Сначала я неправильно вышивала, никак не могла понять, а потом я зашла на иностранный канал случайно, и там, хоть и на иностранном языке, но все ясно и понятно показали. Вот теперь показываю я вам. Здесь всего 3 движения. Один прокол, то есть мы сейчас ниточку выводим с изнанки на лицо. Длина стежка может быть любой. Смотрите сами, по вашему желанию. Иголку мы выводим. Поправляем ниточку, если запуталась, как у меня. Продеваем иголку. Не прошиваем, не втыкаем ее никуда. Просто продеваем в этот стежок. Справа провели. И теперь ниточку опять расправляем. И в получившуюся галочку мы опять проводим эту нить. Нить остается под пальцем внизу. То есть она должна это обхватить, как бы вот этот вот узелок. И вот получается такой узелок. Сильно его не затягивайте, чтобы он был все-таки объемным. Опять выводим иглу. Смотрите внимательно. Подтягиваем ниточку, чтобы ровненько лежала. Проводим иглу под стежком. Вот так. И вот здесь образовалась галочка. Нить, обратите внимание, у меня снизу лежит. И проводим еще раз под этим стежком, под этой галочкой вернее. И затягиваем чуть-чуть, слегка, чтобы образовался красивый узелок. Расстояние между узелками может быть любое. Направление делайте любое, какое вам надо. Можно и зигзагом, можно плавными линиями, полукругами, кругами, как хотите. И вот я теперь подлиннее делаю стежок. Длинное расстояние, как будет смотреться, сейчас увидите. И вот опять нить я положила под палец, вниз ее направила. И вот в эту образовавшуюся галочку я продеваю иглу с ниткой. А теперь я попробую разной длины стежок, вот этот вот. То я делала прокол 2-3 миллиметра, а теперь подлиннее. Первую нить я вывела миллиметров на 5, а следующую миллиметров на 10, наверное, да, сантиметр. Ну, любое расстояние можно брать. И опять иголку вывожу в эту галочку и затягиваю узелок слегка. Можно так делать поочередно, в шахматном порядке, как хотите. Можно по 2 стежка таких длинных, 2 коротких, 2 длинных, смотря что вы вышиваете и для чего. Вы на канале Ассорти с Валентиной. И почему я это буду повторять? Потому что со мной произошла такая история. Я захожу на Рутуб. У меня там тоже канал Ассорти с Валентиной есть. И мне предлагают Рутуб видео. Мой ролик с пирогом, где я пеку пирог. Я раньше на кулинарку на этом канале снимала, также размещала. Теперь у меня отдельный канал кулинарный идет. Рецепт Ассорти с Валентиной. Вот, теперь, и что я вижу? Мой пирог гоняют по Рутубу. Смотрю, ролик есть. Все описание абсолютно точь-в-точь мое. Но название канала, музыкальные инструменты и их, и там дальше я не помню название полностью. Почему-то его не видно полностью. Захожу на канал, там всего 2 подписчика. Пролистала все их видео.
Больше 1000 роликов у них, разных каналов. Посмотрите, может быть, и ваши тоже гоняют видео. Потому что я встретила ролики, тоже канал совершенно абсолютно не подходящий к рукоделию. Название какое-то строительное, там что-нибудь. Ну, в общем, не понять что. А ролик-то о рукоделии, знакомых рукодельниц, несколько человек я встретила на Рутубе. Несколько человек пожаловались, их видео, ролики удалили. Но я не согласна с этим, потому что они должны не удалять ролики, а блокировать канал. Почему они крадут наши ролики, скачивают с Ютуба и размещают на Рутубе? И непонятно, почему, каким образом они закачали больше 1000 роликов в течение 2 недель. Потому что написано, что ролик на Рутубе находится 2 недели. Вот. Когда по правилам Рутуба всего 5 видео в сутки можно закачать. Каким образом они 1000 закачали, непонятно. Может быть, это и канал Рутуба, потому что я не один такой канал встретила, я несколько. Это я только встретила, а другие несколько разных каналов. Тоже 1-2 подписчика, 1-2 подписчика. А роликов миллион. Вот такая несправедливость на Рутубе идет. Может, кто-то блогеры услышит, увидит, обратят внимание тоже, посмотрят. Может быть, им тоже попадутся свои ролики на чужом канале. А тем временем я опять изменила расстояние между узелками. Делаю теперь совсем короткое расстояние, чтобы узелки были почаще. И вы посмотрите, как вам больше подходит, что вам больше подходит, или пореже, или почаще. Смотрите сами. И вот такие варианты вышивки я вам показала. Девчата, встретила еще несколько красивых швов. Покажу обязательно позже. Может быть, вы тоже о них знаете. Я не сказала, этот шов называется полистрина. Полистрина – это по месту жительства рукодельниц, которые живут в Италии, и придумали вот этот шов. И назвали его как место жительства, их местонахождения, полистрина. И этот шов относится к узелковым швам. Можно его прокладывать и вдоль, и поперек, и плавными, и зигзагом, и часто, и редко, в общем, по вашему желанию. А вот здесь я вышила красными нитками. Нитки можете брать мулиные, ну, можно также вот ирис, как у меня, или ромашка, или для джинса, в общем, по вашему желанию. Что вы хотите получить от этого? Меня часто спрашивают, какими нитками надо вышивать. Какие у вас есть? У меня вот белые нитки, это ромашка. Они хлопчатобумажные полностью. Можно ирисом вышивать, можно джинсовыми нитками. Вот это вот я купила как будто ирис, но он не похож на ирис, потому что ирис он как-то имел такую как бы шелковистую или блеск какой-то, небольшой блеск такой. Я помню, нам бабушка вязала летние кофточки из ириса на спицах. Представляете, какая тонкая нить, и надо было ее связать в кофточку. Вот какие труды. И вот джинсовые нити. Они чуть-чуть потоньше, чем вот эти ирис и ромашка. Но тоже подходит для вышивки. Вот у меня, я 2 цвета купила, голубые и коричневые. А вот эти красные и голубые, которые мне продали, как будто ирис, но это не ирис. Они какие-то мохнатенькие и чуть-чуть слегка толще ромашки. И вот опять ролик уже на 10 минут затянулся. Вот так я вышила пока в таком состоянии. Дальше продолжаю вышивать. Кое-где еще и не прихватила даже. Сейчас буду все это прошивать и покажу, что у меня получилось. Я убрала верхние лоскуточки, листочек, вернее, вперед надо прошить вот эти, которые внизу, а потом уже сверху буду нашивать. Я решила вот этот лоскуток прошить красными нитками, потому что он у меня сверху лежит, и я закрепляю сразу несколько лоскутов.
сразу несколько заплаток этих. Просто делаю шов через край, велосипед не изобретаю, так что и вы тоже. Чем проще, тем лучше. И вот посмотрите, какие у меня разные-разные лоскуты. Я пришивала тоже и так, и сяк, и поперек, и вдоль. Обратите внимание. Где-то по диагонали лоскуток пришила, где-то с другой стороны еще прихватила другими лоскутами. Так что все у меня лоскуты пришиты. И каждый лоскуток у меня породнен с основой. Где-то в каком-то месте, ну, они породнились, прикрепились к основе, поэтому все лоскуты сидят крепко. А здесь показываю для новичков, кто вообще не может шить, не умеет и пока начинает только. Проведите линию. У меня вот смываемый маркер, очень удобный. Потом водичкой брызгаешь, и вся краска уходит. Купила где-то или на Озоне, или на Вайлдберрисе, я уже не помню. Можете вот так провести линию, поставить точки и по ним вышивать. И вот такая заготовка у меня получилась в итоге. Сверху я ничего не вышивала, и дно не вышивала, и бока тоже старалась не вышивать, потому что они все равно пришьются по бокам, прихватятся, и дно будет там отдельно. Вот такая у меня заготовка бора получилась. А здесь я решаю, какую мне эмблемку пришить. Или вот эту светленькую, или вот эту красненькую. Но остановилась я вот на этой красной. Но пишите свои пожелания. Могу отпороть, если что. Сделала я кое-какие вышивки. Сделала французский узелок. Листики прошила. Какие-то оставила не прошитые. Здесь вот так просто стежки накидала. Вот машинная декоративная строчка. Все лоскуты породнила с основой. Ой, друзья, сходила я на сказку по щучьему велению. Посмотрите, Емеля в каком наряде. В наряде бора. Кадры очень плохие получились, конечно. Но ничего страшного. Но видно, что это бора, что это многослойность, что это лоскуты, нашитые друг на дружку. Так что наши прабабушки и прапрабабушки тоже вышивали бора и сашика. Бора – это многослойность, это лоскуты, тряпки, обрывки переводится. А сашика – это маленький удар, прокол или мелкий стежок. Так что и у нас все это было и есть, не только в Японии. Это сейчас бора стилизована, и сашика это шьют ровными стежками. А раньше нашим прабабушкам некогда было равнять стежки, поэтому они шили как смогли. Теперь я заготовку свою отпариваю, отглаживаю и выравниваю. И в итоге у меня получилась заготовка размером 36 на 28 сантиметров. Но это с учетом дна, с учетом боковых швов и с припусками со всеми. Друзья, приглашаю вас пройти по моим плейлистам. У меня очень много работ различных, много плейлистов. Посмотрите, пройдите. Спасибо, что просмотрели до конца видео. Ждите новые ролики с новыми декоративными швами. Сумочку я, возможно, не буду показывать, как сшила, но потом когда-то покажу готовую работу. Можете в плейлисте сумки посмотреть, как шить сумочки. Крепкого всем здоровья, берегите себя. Всего самого доброго. До встречи!